Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы изучаем амфитеатр Аммана «Свидетель истории». Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео, дальше будет только интереснее. Ставьте лайки и пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. При посещении Иордании сложно упустить из поля своего внимания и не посетить легендарный амфитеатр. Многие достопримечательности Аммана считаются образцом исторических памяток и могут много рассказать о минувших днях, но лишь смотря на амфитеатр можно действительно понять, насколько величественная была Римская империя во времена своего расцвета. Амфитеатр Аммана является одним из самых грандиозных и величественных сооружений, которые можно увидеть в Иордании, да и вообще одним из самых известных памятников римского периода на Земле. Лишь узнав его историю, можно вообразить, сколько человеческого труда понадобилось для постройки такого великолепия. Как и некоторые другие достопримечательности Иордании, амфитеатр был высечен прямо в толще скалы, которая располагалась недалеко от древнего огромного кладбища. Его архитектура такова, что длинные скамьи обращены на север. Это позволяет в любое время суток наблюдать за тем, что происходит на сцене, не боясь быть ослепленным лучами солнца. Специально для знатных лиц того времени амфитеатр был соединен подземным туннелем, который располагается очень глубоко, в цитадели, что обеспечивало достаточную защиту и позволяло в любое время прибыть полюбоваться на новые зрелища. Театр был построен в честь посещения римским императором Адрианом Филадельфии, сейчас Аммана, в 130 году. Об этом говорит надпись на греческом языке на основании одной из колонн. Театр прекрасно сохранился до наших дней с незначительными реконструкциями. Кроме большой арены, в нем есть еще и малая, Адеон, где давались представления для знати. Огромное строение с круто расположенными рядами, всего 44 ряда, может вместить около 6000 человек. Это больше даже амфитеатра в Джараше, который вмещает от 4 до 5000 зрителей. Вход амфитеатра украшают величественные колонны древнего форма, который был построен позднее. Амфитеатр имеет 3 одинаковых горизонтальных уровня. На первом уровне обычно сидели знатные граждане, на втором и третьем люди попроще. 2 боковых входа имеются в нижней части, на уровне земли, и ведут они к оркестру, а другой на сцену. Места в самой высокой части театра назывались и называются боги. Они хоть и расположены далеко от сцены, видимость и слышимость превосходны из-за необычно крутого подъема рядов. Амфитеатр Аммана сегодня – это место для общения. Вообще Иордания – страна, которая до сих пор сохраняет свои древние сокровища не только в национальных культурах, но и в архитектуре. Это прекрасное место для тех, кто желает вблизи встретиться с далеким прошлым и почувствовать могучую силу веков, которые не смогли стереть необыкновенное архитектурное сооружение с лица земли. Жители Иордании приветствуют желающих узнать подробнее об их истории. Поэтому территория амфитеатра полностью открыта для посещений и доступна в любое время. Здесь можно делать практически все, что угодно. Лазать по скамьям, бегать вокруг колонн, фотографироваться. Кроме того, в древнем амфитеатре до сих пор проводят соревнования и различные праздники, развлекательные программы. Многие местные жители проводят тут все свое свободное время. Это фактически место встречи всего города, где можно найти много интересных собеседников. Посетите Иорданию и не посетите амфитеатр, зря потерять время, друзья. Итак, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.